Всем привет, с вами Игорь, и сегодня покажу, что я уже сделал с плотиком. Вот, уже я впихиваю бутылочки, начинаю, правда, еще. Вот, пленку сниму, а то у нас тут иногда дождик прокапывает, а тут еще один брусок у меня не покрашенный, вот этот вот, он еще досыхает. Просыхает, пускай еще сохнет. Вот, сделал я такую рамку. Видите, ну, щит вы уже видели. А вот это у меня такая, как бы, рамка. Получается метр, так, метр, и так 2 через весь плот. Рамка с дубовых реек. Вот это вот дуб, ну, вот это, правда, сосна. Она мне тут дуб и не надо, чтобы был. Вот, дубовая по периметру идет. Вот таких вот закрепил. Сначала думал вот здесь на углу. Это, кстати, тоже брусочек дубовый. И вот эти обе рейки тоже дубовые. Потому что вот эта часть, она будет в воде. Вот это вот где-то вот так вот аж поверх рейки. Поверх рейки будет в воде. Поэтому нужно это, чтобы все было с дуба, чтобы его надольше хватило. Ну, а это уже сосна. Тут пропитанная, прокрашенная, она не будет в воде, я думаю, она долго здесь будет ходить. Вот, здесь я закрепил все не на гвозди. Долго думал, хотел гвоздями, но потом понял, что оно будет здесь расшатываться, тем более это угол. Оно как бы там где-то зацепим за корягу, там за пенек, там еще где-то возле берега. Вот этот углы, они могут об что-то тереть. Ну, правда, бутылка, она еще ниже. Но тем не менее угол он торчит, поэтому он должен крепко быть закрепленный. И я решил его закрепить таки на болтик. Вот такой вот мебельный болт. Вот, на 8 диаметр. Вот, тут я просверлил и к вот этой вот несущей балке через всю. Вот это самая такая главная балка. Рама, так сказать. Прикрутил его. Хорошо так через шайбу оно вдавилось. Ну, я вам скажу, на болту это не гвозди и не саморезы. Это просто классно. Она держится. Вот. И вот здесь вот тоже у меня болтики. Вот здесь вот я прикрепил рамочку. Только вот этот вот на 8 болтик, а эти уже на 6. Ну, они тут и не нужны на 8. Вот так вот я стянул реечку болтиком. И вот так вот. Вот. Ну, что это все будет в воде, и оно и очень крепко получилось. На болтиках, я вам скажу, я доволен. Ну и тут тоже так же само. Вот, только вот здесь вот я этот брусочек не стал врезать в эту балку, не захотел я ее как бы ослаблять. Вот. Потому что если ее так вот как сделать в углу там оно не страшно, а вот здесь вот оно как бы посередине почти. Если бы я вырезал кусок вот этой несущей рамы, балки вот этой вот самой главной, то ну, это нехорошо бы было бы. Поэтому я ее пока что вот так вот прикрепил на саморез, но думаю я здесь поставить вот тут вот с этой стороны и с этой стороны 2 уголка таких. Вот. 2 уголочка. Может и сам вырежу с уголка металлического, может куплю. Есть на 4 дырочки такие здесь. Есть уголки, так не на 2 дырочки, а тут 2 и тут 2. Вот, на 4 самореза. И тут тоже будет на 4 самореза. И все, и это уже стоечка. Она не так не будет уходить, не вот так вот шататься тоже не будет. Так что вот эта рамка будет. Тут тоже на болтиках, кстати, все углы. Вот, так это оно получается. Бутылки, еще по рамке. Решил я сделать вот такие вот перегородки внутри. Вот, ну что площадь довольно-таки большая. И я когда стал ставить бутылки, я понял, что я их, во-первых, не поставлю так, как надо. А во-вторых, они могут выпадать. Вот, то есть площадь, ну, 1 на 2 метра. И они тут по-любому посередине, если при переворачивании плота, выпали бы. Ну или болтались бы, даже если сетку. Про сетку я позже скажу. Вот, поэтому я решил разделить эту секцию на 4 части. Вот, получается, вот внутри рейка такая, и оно получается, еще и вот эта рейка держится вместе с той, как бы связаны, передняя с вот этой вот внутренней,
они как бы связаны через эту рейку, тоже прочнее, но как бы всю конструкцию бутылки не распирают, потому что если так без этих, то оно еще и выпирает эти рейки, если их плотно запихивать в бутылки. И теперь вот этими секциями мне намного проще впихивать сюда бутылки. Они не падают, ну, я-то уже так приловчился, ну, проще. Получается у меня, если двушки, вот это у меня секция полностью только двушками заполнена. Вот, тут, ну, они есть разной высоты, кстати. Вот, тут у меня за счет вот этого бруска я подбирал меньшие двушки по высоте. Это от живчика. Вот, кстати, классные они, двушка, но по высоте меньше. А вот эти вот фанта, пиво, тут всякие, то они немного выше. Вот, я так подбирал. Ну, все равно они тут выше, видите, немножко получилось по краям ряд. Вот, но я думаю, это не страшно. Это даже будет и хорошо, как бы на устойчивость влиять плота по краям, как бы. Ну, я так думаю, хотя может и нет. Вот так вот оно получается. Вот, говорили мне, что вылезет бутылка сюда, но она сюда не вылазит. Я ее, видите, пытаюсь сюда вытянуть, она возвращается назад. Она упирается вот здесь вот в следующую бутылку дном. Как раз вот так вот я рассчитал высоту этой рейки. Если бы ее ниже немного опустить вот сюда, вот, то уже, может быть, и выпадали. А вот тут вот как раз вот так вот, что надо. То есть более в нижней части бутылки рейка держится. Вот, и она ни сюда не выпадет, ни пробка никуда не вылезет. Тем более оно водой прижмется к этой доске и никуда оно деваться. Тут тоже, тут оно тоже не вылезет никак. Никак эта пробка сюда не вылезет. Вот тут упирается. Тем более я их когда вставлял, эти бутылки, они плотно, как видите, так вот вставлены, да. Что их вот, ну, то есть я вот даже в середине вот беру, видите, она не выпадает, она трется об соседние. Вот это так вот упруго они стоят. То есть при переворачивании, видите, они все как бы расклиненные, эти бутылки. Вот. То есть ни одна она не болтается, ни одна не болтается. Все они плотненько сидят. Вот, видите, так отлично сидят. То есть при переворачивании, даже если сейчас вот перевернуть, эти бутылки, вот эта секция, ни одна бутылка не выпадет. Вот так вот стоят, вот ставятся вот двушки, видите, вот то, что мне не очень нравится, что они ставятся вот так вот ровно, и получаются между ними такие вот просветы. Ну, эти просветы никак не заполнить. А вот полторашечки, вот вторая секция, видите, я уже начал ее заполнять. Полторашки, они тоже так 5 штук стоят, ну а так больше станет, так 12. Если вот эти стоят 5 на 10, то есть 50 штук в одну секцию, то этих станет, наверное, штук 60, а то и может и 65. И они вот так вот у меня получается, видите, становятся 5 так, ну вот тут, правда, немножко пустоты будет, но зато второй ряд, он встает плотно к первому, вот как раз в эти выемки, то есть нет между ними вот таких вот больших просветов, как вот здесь, вот видите, вот тут есть просветы между бутылками в углах, а вот здесь этих просветов уже нет, ну вот полторашечки, хотя по высоте они практически то же самое, ну может там на сантиметр ниже, ну, нормально. Вот, это у меня, то есть эта секция уже я полностью полторашками заполню. Менять, то есть смешивать нельзя, но тогда плохо становится. Заполнение, лучше уже полторашки или двушки по секциям. Это у меня тоже с двушками будет чисто секция, ну это уже какие получится. Собираю бутылки тут. Сколько собирал, вроде так много было мешков, и вот это вот почти все, там еще у меня мешок есть, в подвале охлаждается, вот, и уже и нет, надо опять ехать по бутылке, ну, в принципе, бутылок хватает по селу, корзинах этих приемных у нас ставят корзины такие, от сельрады, и туда бросают люди, я оттуда их беру, выбираю, какие мне надо, бутылок хватает. Вот, обещал я, как я их надуваю, так сказать. В подвале, вот, тоже 2 бутылки, но это
трехлитровые у меня остались, видите, они, ну, видно, что у них есть давление, видите, они сдавливаются, но так не сильно, вот, прыгают так они, ну, конечно, не то, что так сильно, но немножко давление появляется, короче, я их беру, сношу в подвал мешком, они там лежат, полчасика-часик остывают, я их откручиваю, ну они соответственно сжимаются немного, я их открутил, воздух нашел туда холодный, я ее закрутил и выношу, вот сейчас вот тепло. Но, конечно, когда похолодает на улице и станет вода холодная, то они опять начнут сжиматься. Вот, сейчас мне такой холодной температуры, ну в холодильник я же не буду пихать эти бутылки с мусора. Вот, но что я сделаю зимой? Ну, уже эту осень мы так покатаемся с Толяном, проверим все. Я думаю, сильно они не сожмутся от холодной воды. А зимой мы его на зиму вытянем с воды, поставим. И когда будет хороший мороз, мороз такой минус 20, там, 30 градусов, я встану утречком, такой сильный мороз, и все эти бутылки по очереди буду вытаскивать, запускать холодный воздух, вот, и опять закручивать, выпрямлять ее, чтобы она, и все, закручивать. И там уже, если будет такой вот воздух минус 20, то при наступлении весны, там потеплении, оно там такое будет, я себе думаю, давление. Если тут подвал, что там плюс 10 в подвале, и то так нормально оно ее надувает. Вот, то зимой морозный воздух, весной это вообще его раздует очень-очень, я думаю, хорошо. Вот так я их думаю надуть зимой. Вот. Ну вот как-то так. Вот, тут у меня будет еще одна такая же секция, как здесь. Вот она, видите, да, столбики стоят. Вот, я еще просто так посверлил, еще у меня болтиков нет, просто гвозди повставлял. Вот. Болтики куплю. Тут тоже реечка будет. Ну, точно такая секция, как здесь будет. Разделенная на 4 части. Вот. И вот здесь вот будет у меня грибной винт. Вот здесь вот посередине. Посередине. Вот здесь вот, думаю, прямо посередине. Вот здесь вот будет грибной винт по типу катамарана. Вот, и он будет через весь плот, да, то есть аж 2 метра. Посередине вот здесь, где рейка, кстати, вот эту рейку прикрутил, очень хорошо выровняла доски, отрегулировал промежутки между досками, вот, ею. И, ну, они немного так вот вставать, если тут ходить по нему, то все-таки 2 метра между вот этими основными, то тут посредине они немного играли, так вот доски, если становишься на одну доску. Вот я эту рейку прикрутил, вот, и оно как бы стянуло все доски в одну, и тут получается метр теперь, метр тут и метр там. То вообще классно теперь ходить, так ни одна доска не провисает, ничего, вот, очень хорошо, да. Грибной винт, да. Посередине, вот здесь рейка, будет у меня звездочка с цепью. Выходить на ту сторону, ну наверх. Ну это сейчас мы на дно смотрим. Это он перевернутый. Вот, там будет педальный привод. Ну это все я буду показывать, буду делать. И грибной винт думаю сделать со смещением. То есть тот метр левый будет, ну так, ну короче я покажу. Это сейчас это объяснять, это на пальцах как. Вот, будет регулировка здесь у меня высоты. Вот, то есть я не знаю, насколько они еще погрузятся, эти бутылки. Я так подсчитывал примерно, прикидывал вес свой, там, плота, все, что будет нагружено, то где-то вот так вот. Вот эта рейка должна быть в воде, по моим расчетам. Вот эта рейка вся будет в воде, аж где-то вот посюда. Ну, где-то так, если, ну, получается, даже так подсчитать, то вот эти вот 50 бутылок, если их погрузить вот где-то до половины, ну это 2-литровка, да, до половины, то это получается литр. Вот это литр. То есть 50 килограмм, вот эта вот одна секция, она должна выдерживать при погружении бутылки наполовину, 50 килограмм. Ну получается вот эта вся секция
200 килограмм. Ну и это 200 килограмм. 400 килограмм. Но тут 400 килограмм, я думаю, не с нами. И столяном, нами, и плотом, и со всем оборудованием здесь не будет. Вот, я так думаю. Не будет все равно. Так что оно даже меньше должно погрузиться. Ну, будем смотреть. Будем смотреть, насколько оно погрузится, как оно будет. Все это мы будем испытывать. Вот. И вот здесь вот у меня будет посредине этот грибной винт. На такой вот сделаю такую треногу. Вроде как подшипники тут будут. И он будет через весь плот. Вот. Ну, там такие будут 4 хрестом вот таким. 4 лопасти с дощечек тоже таких, наверное, на 15. Вот. Педаль. Ну, это, короче, буду все показывать. Все буду показывать. Сейчас пока что так планирую. Вот. Ну, от этого, кстати, обычного винта, что я отказался, ну, пропеллера, типа, обычно, ну, как на лодках вот эти вот винты, да, он будет наматывать мне водоросли, потому что обороты от, ну, педального привода будут маленькие, он эти водоросли будет не рубать, как обычный лодочный мотор, он там их за счет оборота, он их режет, рубает, раскидывает эти водоросли. Вот. А здесь обороты будут маленькие, если сделать педальный привод на этот винт сзади, ну или сзади, или тут, в принципе, где можно, то он будет по-любому наматывать водоросли. У нас такая речка заросшая немного, ну есть такие пустые места, что, но он будет наматывать. А вот этот винт по типу катамарана, он не должен наматывать, ну он по ним просто пробежится, как бы раз-раз продавит их туда вниз своими лопатками и все. Ну, я так думаю, будем смотреть, конечно, но наматывать водоросли он не должен. Вот поэтому я его и хочу вот этот именно поставить. Ну, и он и проще, там не надо будет редуктор, минимальные обороты, потому что на этот винт надо будет какое-то ускорение делать, мультипликатор. Вот, короче, мне кажется, вот этот винт по типу катамарана самый оптимальный будет вариант. Тем более за счет ширины его 2 метра. Его не надо делать высокий, он весь поместится под плотом. Ну, короче, буду показывать потом, как я это планирую. У кого есть какие-то идеи, может быть, пишите, пока я это все еще не доделал. Вот, ну вот так вот оно сейчас вот выглядит у меня. Так вот оно получается. Вот, видите. Ну, мне кажется, довольно неплохо получается плотик. Как-то так. Ну, ладненько, и так уже забалакался. Все, всем пока. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, как это можно было бы улучшить. Какие у кого идеи есть, советы. Всем пока, до следующих видео.